Suno, Natasha, give me water. Water. I want water. Come in. Aji, Param. Why you take more time? I say come fast. Okay. Take. Can I go? Okay. Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Друзья, я вам уже когда-то говорила, что индийские женщины преданы своим мужьям, относятся к ним с почтением и уважением, прямо как к святым. И это при том, что сами они не выбирали, а родители за них решили, с кем они проведут весь остаток своей жизни. А тут еще оказалось, что можно продлить союз на несколько жизней вперед, на 7 жизней вперед. Индийцы верят в перерождение. В индуизме есть праздник Ват-Пурнима, отмечается замужними женщинами. В этот день индианка доказывает свою любовь к мужу, завязывая церемониальную нить вокруг дерева баньян, священного дерева. Сейчас вы сами все увидите на примере Раджины. Это мама Аради. Она меня специально позвала, я не напрашивалась. Она захотела, чтобы я запечатлила на видео этот ритуал, который она посвятила своему благоверному. Сейчас Парам меня зовет, и я хочу показать вам, дорогие зрители, какой молодец Артур. Полностью вот эту вот всю он покрасил. Это все покрасил Хусен. Артур говорит, пожалуйста, я тоже хочу. И вот ему выделили целую. И вот все, посмотрите, все окружили. Вот этот вот мужчина, наш сосед, тоже говорит, боже, какой он молодец, как он классно покрасил. То есть не просто, как, знаете, дети иногда просят поиграться. Там возьмутся, секунду покрасят, и потом скажут, все, мне надоело. А это такой ответственно подошел, да? Хусен, how is job? Артур, job? А? Хусен, good job? Good job. Хусен все никак не дается. Не дается Хусен, не могу я его снять нормально. Что-то все время стесняется, смущается. Да? Молодец, сынок. Помощник. What Purnima? What puja? Ну. For husband must be good health. All life must be same husband must be she get like this puja. Друзья, сейчас мама Парамы будет проводить особую пуджу, религиозный ритуал, посвященный ее дорогому мужу. Посмотрите, кстати, какой красивый у нее муж. Вот. И в чем суть этой пуджи? В том, что ее муж жил долго, счастливо, и чтобы в следующих жизнях, когда они реинкарнация, господи, не могу выговорить слово, в общем, в следующих жизнях, чтобы этот муж выбрал опять ее в жены. Пора мне сейчас объяснил, что в каждом штате Индии проводится подобная пуджа, подобный религиозный обряд, просто, может быть, по-другому называется. Ну и, может быть, какие-то небольшие отличия. Но именно вот каждый... Ай, мне хочет... И мне тоже можно? А? Сейчас. Мам, мне можно? Можно мне? Мам, можно? Okay, You must put sheep. You must put sheep. Count this. Which fingers? There? There. А можно мне? And for Arthur. По всей Индии почитают жены своих мужей и проводят вот такой вот ритуал. Пора, maybe you also want, I must also make puja for you. You also must live long life. То есть, если муж умирает, то уже для жены жизни нет.
Ой, но у многих так действительно. Это я так, знаете, немножечко утрирую. Конечно, многие современные индианки и повторно могут выйти замуж. Ну, а многие, конечно же, всю оставшуюся жизнь скорбят. Смотрите, как происходит это. Арома палочки, цветок. 7 times like this. We won't take that rope and 7 times. А, нужно, смотрите, веревкой обкрутить 7 раз вокруг вот этого импровизированного дерева. А почему? And why 7 times? Почему 7 раз? Не знает, не знает. А Парам вот подсказал, говорит, что 7 life, то есть у нее впереди еще будет 7 жизней, которые она хочет провести вместе со своим вот этим вот мужчиной, вот этим вот мужем. Хотя, а вдруг муж у нее уже не первая жизнь? Ну, я не знаю, ребята. Сейчас попытаюсь у Парама спросить, но вряд ли он даст вразумительный ответ. А Радия уже около месяца здесь, и каждый день она к нам приходит, ну и, соответственно, мы тоже к ним приходим в гости. Уже так подружились, не хочется, чтобы они уезжали. Они уже завтра все, нас покинут, и, может быть, мы вообще никогда больше не увидимся. Так жаль. Уже, знаете, такие прям как родные стали. Вот Радия учит Артура, как надо сделать. Вот. И любое событие отмечается фотосессией. Так что вот это вот тоже. Я сейчас снимаю видео, они только рады. Они подписаны на мой канал, и мама смотрит, и Арадия. Ну, насчет папы я не уверена, он занятой человек, работает. У них, кстати, в основном вот... Сейчас, меня зовут, окей? Я им участвовал. Yes. Вот так вот, друзья, я заметила, что муж Раджины был очень доволен. А вот моя подруга Ниха, с которой я занимаюсь йогой, не проводила этот ритуал для своего мужа. Когда она пришла на йогу, я спросила, она отшутилась такая: ха-ха-ха, хватит нам, мол, и одной жизни вместе. Хотя у нее муж очень такой работящий, заботливый, внимательный и симпатичный, но это все как я вижу. А Ниха мне про него практически ничего не рассказывает именно об отношениях. То есть здесь в Индии не принято жаловаться на своего супруга. И это не то, как у нас, когда я приезжаю к себе на родину, мы собираемся с подружками и как начинаем косточки перемывать нашим мужчинам, они, наверное, там сидят и кают. А здесь нет, здесь остается только о чем-то догадываться самим. Now hold one hand, catch your feet, one hand up. Hold 10 seconds. 1, 2, 3. See leg like this. Вот, например, Аради, я уже вам говорила, что она много часов проводит с нами, и как-то раз она была свидетельницей моих слез. Да, ну на видео я всегда, конечно же, веселая, но, к сожалению, есть очень много моментов, из-за которых я переживаю и иногда не в состоянии сдержать свои слезы. И, естественно, Арадия меня стала успокаивать, и в тот момент она призналась, говорит, что, мол, моя мама тоже иногда плачет. Но мне же стало интересно, а что твоя мама плачет? Она говорит, мол, из-за папы. Из-за того, что папы постоянно нет дома, постоянно он не с ними, постоянно на работе. И даже вот сейчас, когда они приехали сюда к нему, вот тоже все время нет дома. Ее папа чиновник, служит в государственной инспекции по финансовому контролю ревизором. И примерно каждых 3 года он меняет место службы, ему предоставляется казенное жилье, а жена, получается, уже с 2 детьми живет сама в городе в своей квартире. И, соответственно, они очень редко видятся. Иногда он приезжает на выходных, иногда не приезжает. Ну или вот как сейчас, они на каникулы приехали сюда на целый месяц. Да, к сожалению, и эту пару нельзя назвать на 100% счастливой. У взрослых свои проблемы, особенно у замужних, а у детей свои. Сейчас у Артура экзамены, это, естественно, волнение. Так еще представьте себе, учителя усугубляют эти волнения, они ему угрожают. Угрожают, что если родители не заплатят деньги за ремонт, его не допустят к следующим экзаменам, и, соответственно, у него будут большие проблемы.
И это учитывая то, что мы вообще постоянно, всегда вовремя платим, ну а тут придумали какое-то новое. Ну, в общем, сейчас Артур вам все расскажет. Знаете, сегодня я иду в школу, ну, вы понимаете, я иду на 3-й экзамен в школу, сейчас экзамены уже начались. Так вот, и я хотела вам сказать, какие они хитрые. Вчера мы им показали календарь, а потом они, как возьмите, увидели, что там надо еще government fees и activity fees. Так вот, и какие они хитрые. Если не дать эту физу, тогда они не будут экзамен, они не будут давать, они просто не будут давать экзамен. Они просто его кому-то другому отдадут и все. Это не то просто так, как вы думаете. Не написал ничего страшного. Там, когда экзамены закончатся, дают марки. Марки. Вы знаете, что такое марки? Оценки. Оценки, да. И там, ну, например, по компьютеру я ничего не написал, потому что я не заплатил то, что надо было. И вот, как говорится, по компьютеру марков нет. Вообще нет. Даже нету самого-самого маленького марка. Просто нет. И все. That time asking how much what they want. They said development these people not give all. That's why I'm also not give. They not make any development near the school. Ну, я думаю, что вы примерно поняли, о чем Артур рассказал. Он вроде толково все разъяснил. Идем мы сейчас, good morning, идем мы сейчас в школу на экзамен у Артура. Идем вместе с Парамом, потому что надо будет ему кое за что заплатить. Как Артур сказал, действительно ребенок тоже это понял, что какие они хитрые. Если не заплатите, то вашего ребенка не допустят к экзамену, и, соответственно, не будет положительных оценок, не будет достаточного количества баллов. Ну, а мы вообще, на самом деле, мы всегда платим, но мы не любим, чтобы нас там уговаривали. Каждый месяц мы четко основную сумму мы выплачиваем, а тут что-то новое придумали, какая-то государственная выплата за типа облагораживание территории вокруг школы, но никакого облагораживания никто не заметил, но я так понимаю, что никто не хочет платить этот налог. И поэтому, и мы тоже, ну, вот, и еще там за что-то, за какой-то активитис, тоже никакого активитис, ну, я ничего такого не замечаю, ну, типа какие-то там, что такое, что значит активитис, Артур? Артур тоже не знает, что они там такое делали активно. 4000 мы должны сейчас заплатить, выбросить, можно сказать, на ветер, потому что непонятно за что. Ладно, посмотрим, ну, придется платить, с ними не поспоришь. Боже, первый раз мне повстречались такие собаки, которые, видите ли, не хотят, чтобы я их снимала на камеру. Так разгавкались на меня. Вот это нормально, сидит, позирует. Боже, я аж испугалась. Какая приятная встреча. Hi, good morning, Bavin. How are you? Are you okay? Бавин по утрам выгуливает собачку. А вот смотрите, девочки идут по дороге в школу и повторяют. Видно, они не готовы или повторяют. Артур у нас никогда ничего не повторяет по утрам. Он всегда готов, да, Артур? Я готов. Вчера я очень хорошо подготовился. Ну, на этом все. Я заканчиваю свой разговор. Что это копательная машина делает? И что I don't want to give problem for Arthur. Don't worry, take it easy. Be positive, okay? Ну, I don't know. Сейчас Парам уточнил еще, то мало ли вдруг Артур что-то неправильно понял. Говорит, да, действительно надо сдать деньги на development, как бы облагораживание на строительство. Но видите, никто ничего здесь, похоже, делать не собирается. Парам как объяснил, что я не хочу, чтобы у Артура были проблемы, поэтому буду платить. Сейчас пойдем положим рюкзаки, а потом надо будет собраться на линейку. Каждый день перед занятиями все дети, абсолютно все дети собираются
и молятся, поют гимн. Сейчас Артура подозвала вот эта вот учительница, видите, в хиджабе, это мисс Мускан. Она преподает в школе, но она сейчас преподает только у малышей. И Артуру она ведет подготовительные занятия, вот эти вот платные занятия. И она так переживает, то есть она сейчас позвала Артура, говорит, все у тебя в порядке, ты все помнишь, ты все знаешь. То есть специально его позвала, чтобы подготовить как бы морально к сдаче экзамена. Смотрите, какая красота. Мы сейчас подходим к Артура-классу, а здесь опустился туман. Так, знаете, прям аж таинственно. Вот класс, в котором Артур будет сдавать экзамен. Вот видите, сколько тут. Вот так вот навожу камеру и вижу, сколько тут всего нужно ремонтировать. Да тут надо, наверное, каждому по $1000, каждому родителю бахнуть, чтобы здесь сделать, привести в порядок эту школу. Все, звонок, 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 бегом. Давай, беги. Все дети собираются. Сейчас постараюсь из-под тишка немножечко поснимать. Вообще не разрешают, родителям надо уходить. Некоторые дети в масках, некоторые без. Нас перед началом экзаменов предупредили о том, что надо, чтобы все дети приходили в масках на экзамены и с санитайзером. Но как-то я вижу, что не все это. Сейчас они дружно все вместе пропели гимн Индии, и в этот момент нужно обязательно стоять. И даже тот, кто чем-то занимался, кто-то куда-то шел, должен замереть на месте и торжественно прослушать этот гимн. Все, закончилось, сейчас все уже расходятся по классам. И настолько все это серьезно. Вот сейчас Артура класс разделили на 2 части, чтобы дети не списывали, их рассаживают другим классом, который тоже разделили. Вот Артур сидит до парты с первоклашкой. Артур у меня во 2 классе и говорит, что помогает он ей. А на прошлых экзаменах Артур сидел рядом с девочкой, которая ходит в 5 класс. Так тогда она помогала. Так, вот мы видим, первый пошел. И видите по правилам, как надо идти. Ручки за спиной, ни на что не отвлекаться. Он испугался, совсем маленький. Идет, смотрите, самый первый. Вот это да, Сусанин. Какая храбрая малютка. Вот, и дальше пошли. Смотрите, а вот эти вот детки постарше, их специально назначили, чтобы они следили за порядком. Так, вот видите, и Артур тоже. Ручки за спиной. Сейчас мы ему пожелаем удачи и пойдем платить деньги. Парам наглый, он еще наглее, чем я. Зашел в класс, я же говорю, что вообще нельзя родителям находиться сейчас. А он еще и в класс зашел, знакомиться, вон, с кем Артур сидит. Вот видите, как я говорила, маленькая совсем девочка, первоклашка. Артур говорит, она к нему еще и пристает с какими-то вопросами. Но я же говорю, что ну ты же тоже через это прошел, тебе тоже помогали. Девочка 5-классница, говорит, ему очень хорошо помогла. На предыдущий экзамен, у нас же тогда школа была онлайн, и он, честно говоря, не очень был готов к экзаменам. Не так, как сейчас. И без помощи посторонней он бы не сдал бы на отлично. Ну все, котик, давай, удачи тебе. Окей, good luck. Good luck, everyone. Говорит, подари мне удачу. Давай, вот так вот я от сердца. Так, на, вот, дарю. Дарю тебе удачу. Все будет отлично. Ты сдашь этот хинди. Все, друзья, Парам пошел обратно в отель, ему нужно работать, а я остаюсь здесь ждать Артура примерно 2 часа. И буду здесь сегодня бегать в тумане. Посмотрите, как классно. Вот я сейчас говорю, а позади меня этот туман. Кстати, вот сейчас Матаран интересен туристам именно из-за вот этого вот чудесного, ну просто какого-то потрясающего явления. Они обожают в тумане тоже фотографироваться, сниматься, гулять. И мне тоже очень нравится наблюдать за всеми этими изменениями с приходом сезона дождей. Посмотрите, сегодня
Сегодня вот что новое? Травка появилась. Представьте, вчера я была здесь, еще не было вот этой маленькой травички. Сейчас я приближу, покажу. Так это удивительно смотрится на глине, считай, да, на красной глине. Зеленая нежная травка. Оставить добрые традиции печенье. Это у нас такая традиция, ну, как вы видите, не только у нас. Возьми сдачу, Артур. После учебы, особенно после экзаменов, заходить что-то покупать. Вот Артур сейчас выбрал печенька. Вот это, кстати, одна из Артура одноклассниц здесь живет, и видите, как ее родители, ну, получается, что они недалеко от школы живут, и они вот сделали дом-магазин. Здесь они продают такие всякие разные печенюшки, мороженое сами делают, просто замораживают воду. Что? Ну, хоть немножечко, но зарабатывают, так как толпами идут школьники, голодные, и обязательно что-то у них покупают. Говорит, я собачку хорошо угощу, но кошку не буду. А чем кошка не такая? А? Она не будет. Артур думает, что она не будет есть печенье. Артур, ну расскажи нам, как ты сдал экзамен, как ты сдал хинди? Прекрасно. Каждый день у меня хороший день. А девочке помогал? Какой еще девочки? Ну, вот этой девочке, которая рядом с тобой сидела, первоклассница. Ты потом покажи зрителям, просто они, наверное, ее не узнают. Поняла? Хорошо? Ну, да, помогал. Да я уже показала, сына. Все поймут. Смотрите, какой грамотный Артур. Видите, он уже понимает, как надо снимать. Все надо зрителям объяснять, чтобы понимали. Ну все, мои дорогие друзья, будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Скоро увидимся. А сейчас я вам покажу кадры очень грустные. Кадры прощания с нашей любимой, с нашей, я думаю, что и с вашей любимой семьей Арадии. Очень жаль, что они уезжают, и реально понимаю, что, скорее всего, мы больше и не увидимся. Все, всех люблю, целую, пока-пока. See you at Ganpati Festival. Bye, guys. Love you. At Ganpati Festival, okay? Where Ganpati Festival? Yeah. Мама, поезд едет. Давай помашем Араде. Да, давай. Бай. Я слышу ее голос. Расскажи, Арадия, about man life and woman life. Расскажи о жизни мужчин и женщин в Индии. The man wake up. Now she said, I want eat food. Now she said, no girl said, oh man, take your food. I don't want. Please, no, I will give you food. Please don't beat me. Oh my God. And man said, oh, massage my legs. And she goes massage.
she make like this. Man and woman said, you not best friend, get out in my house. О май гад. Актриса. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.